Здравствуйте, дорогие телезрители, и с вами в студии Володя. Сегодняшняя тема обсуждения. Храп смертельно опасен для человека. Узнай, как избавиться от храпа. От проблем, связанных с остановкой дыхания во сне, только в Америке каждый год погибает около 40 тысяч человек. Вредное воздействие храп оказывает и на окружающих, так как сильный храп может достигать громкости 110 дБ. От этого страдает не сам человек, а окружающие его во время сна люди. Они, как правило, не высыпаются, становятся раздражительными. Детальную информацию по излечению от храпа вы можете найти в описании. Проходите по ссылке и узнайте, как избавиться от храпа. Благодарим за просмотр видео, рекомендуем подписаться на канал и всегда оставаться в центре новостных событий. 110 дБ. От этого страдает не сам человек, а окружающие его во время сна люди. Они, как правило, не высыпаются, становятся раздражительными. Детальную информацию по излечению от храпа вы можете найти в описании. Проходите по ссылке и узнайте, как избавиться от храпа. Здравствуйте, дорогие телезрители, и с вами в студии Володя. Сегодняшняя тема обсуждения. Храп смертельно опасен для человека. Узнай, как избавиться от храпа. От проблем, связанных с остановкой дыхания во сне, только в Америке каждый год погибает около 40 тысяч человек. Вредное воздействие храп оказывает и на окружающих, так как сильный храп может достигать громкости 100